Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков. И в этом видео я предлагаю продолжить рассмотрение книги «Первые основания универсальной истории» с сокращенной хронологией, по которым в прошлом учили российское дворянство. Первая часть книги была выпущена в 1762 году, а третья часть книги, которую мы частично здесь и рассмотрим, была выпущена в 1768 году. Но прежде чем приступим, обращаю ваше внимание на вот эти вот печати, которые есть на этой книге, для того, чтобы понять, почему же мы о ней ничего не знаем. Потому что, если обратить внимание, то есть изначально эта книга была в библиотеке Московской духовной академии, потом, после революции 17 года, вот обратите внимание на красную печать, она попала в фонды Красной Армии. Потом была рассекречена, вот такая стрелочка, самая верхняя печать, и попала в Центральную библиотеку имени Ленина. Сейчас же происходит то, что мы называем цифровой революцией, потому что все эти уникальные книги, которые присутствуют чуть ли не в единичном экземпляре, которые имели доступ единичные, специально обученные люди, теперь оцифровывают, и они становятся доступными всем. И ссылки на эти книги есть у меня в описании под роликом, либо просто используйте Google поиск и найдете их. Вот почему это очень важная книга, потому что она фактически еще написана во времена жизни Ломоносова. То есть ее выпустили, когда он еще был жив, и последний третий том уже после его смерти. Но, соответственно, он же влиял на выпуск этой книги. А что это были за времена? Это были времена, когда шла борьба между славянистами и теми, кто даже не зная русского языка, писал российскую историю. Да, это знаменитый Миллер Байершлёцер и знаменитый Ломоносов, который о их диссертациях говорил то, что здесь написано. Потом это все немножечко подкорректировали и все равно внесли в исторические учебники как истина в последней инстанции. Хотя теория — это ничем не доказанное утверждение. И теорий множество, но вам почему-то преподают одну, причем как истину в последних инстанциях, не предлагая другую. Я же предлагаю разобраться, что же именно написано в этой книге, потому что она полностью опровергает эти теории. И сразу отвечаю, почему я частенько называю науку обезьяней, потому что вы знаете, что есть теория происхождения человека от обезьяны, вот она четко показывает, как функционирует тоже современная наука. Есть ничем не доказанная теория, но ее преподают как истину в последней инстанции. Притом, если кто-то приходит с фактами, которые эту теорию опровергают, то эти представители обезьян превращаются в эти обезьяны, что вы видите. Они ничего не видят, ничего не слышат, ни о чем не говорят. Все, вот это и есть обезьянья наука. Почему я ее так называю? И помогают в этом в том числе и деньги. Но, прежде чем мы приступим к рассмотрению вопроса по сути, предлагаю подписаться на мои другие социальные сети, на телеграм-канал, тикток-канал. Почему в телеграме меньше цензуры? В тиктоке все лаконично. И на ютубе часто каналы удаляют, и мы удаляли уже в прошлом, и в будущем удаляют, можете не сомневаться. Также под каждым видео есть ссылки на мой магазин, где каждый может узнать свое предназначение, ну и заказать товары для здоровья. Отправка идет по всему миру. Переходите, смотрите, там множество полезного. Плюс указаны все реквизиты, где можно помочь каналу в его функционировании и развитию с любой точки мира. Ну, а теперь приступаем к рассмотрению вопроса по сути. И вот мы берем эту книгу и читаем. Третья часть этой книги. Вот что нам известно о скифах во времена Тацита. Это один из римских императоров. Скифы при владении Тацитом распространились к Понту, Каппадокии, Галатии и Киликии. Были принуждены от римлян или насильно, или за денежную плату около 275 года от Рождества Христова возвратиться в свою землю. То есть скифы воюют прекрасно с Римской империей. И здесь даже они сомневаются. Либо их победили, либо все-таки откупились. Ну, такой вопрос непонятный. Но в чем смысл? А как же Великая империя римская? Тут, как говорится, скифам еще максимум 100 лет осталось, они с ней воюют. Какие-то стычки, и Римская империя вынуждена откупаться. Причем про Римскую империю мы хоть что-то знаем, про скифов фактически ничего. Но продолжаем, потому что дальше пошли откровения еще круче. Что нам известно, собственно, о так называемой России во времена сей эпохи? Речь идет об эпохе прямо перед Рождеством Христовым и сразу после. Я покажу, почему это так. Вот что они пишут. Отин или Водин, ну, скорее всего, просто Один.
будучи выгнан из Азии Помпеем Великим за 60 лет прежде Рождества Христова, вошел в Скифию, или в ту землю, которая называется ныне Россией, себе оную покорил и учинил там сына своего Бога царем. Ну, то есть, подождите, но ведь это как раз времена Рождества Христова. То есть это на 1000 лет раньше той нормандской теории, которую нам сейчас втирают в школах как истину в последних инстанциях. Здесь же мы видим, что появляется в российских землях какой-то царь. Хотя сами российские земли это есть земли скифов. Хотя скиф это есть славяне. Это тоже написано в этой книге. Мы сейчас до этого дойдем. Но обращаю внимание, это за 1000 лет раньше, чем нам втирают в школах. И это написано в книге, которая давно известна. И во времена Ломоносова она появилась не просто так. Ну давайте продолжим. Кто наследником был после Боа в России? Герпид, законный российский наследник, который опять по смерти Боовой возвратил царство отца своего, услышав, что Отин, а скорее всего просто Один, воцарился в Швеции. И Инга и Лефрей, наследники его, померли. И Штонгёрд, жрец Упсальский, вступил на престол. Ходил войной против шведов, победил Нгёрда, который ушел в Данию, и возвел сына своего того же имени на престол шведский. То есть с территории России идут войной на Швецию и возвращают свой престол. То есть сия есть древняя претензия россов на Швецию. То есть, подождите, но ведь это времена Рождества Христова. И здесь россы имеют претензии на шведский престол. У вас где-нибудь в книгах что-нибудь подобное написано? Да, это данные основаны на данных господина Пуффендорфа. Если хотите, в следующих видео почитаем, что он там написал. Там тоже много чего интересного. Не примечательны ли воинские действия россов по те эпохи? Россы, эсландцы, финландцы или чуть, курландцы и прочие были союзники Гельпарда, царя шведского, против союзников Фратона, царя датского. Россы дали потом вспомогательное войско Галдану, царю шведскому и готскому, против Геарнона, царя норвежского, по просьбе Фридлина, сына Фратона, царя датского, который служил в российском войске и был в великом почтении. Вот я только что не понял. Вот вы можете вообще уяснить, что здесь происходит. Времена примерно перед или после сразу Рождества Христова. Царь норвежский или его сын служит в российском войске. И российское войско дает вспомогательное войско для войны то или со шведами, то с данцами. То есть полностью идет противоречие современным теориям. Причем какие-то информация, которая нигде не прослеживается, но здесь она присутствует. Я просто напоминаю, что вот те императоры, которые здесь были описаны, это Гней Помпей Великий, который убит был в 48 году до нашей эры, и Марк Аврелий Проб, который был императором в 3 веке нашей эры. То есть вот такой вот временной промежуток здесь примерно описывается. И везде там есть скифы, они же славяне, которые воюют с этими римлянами. Но давайте продолжим. Вот там продолжение предыдущей страницы. Россы получили ему великое войско, которое, соединяясь с шведами, вступило в Норвегию и победило Геарнона. Ну, то есть полный беспредел. Причем беспредел такой, что в книгах у нас сегодня не описан. И я не вижу разницы между всеми этими скандинавами и теми же россами. То есть это одни и те же славяне. Но давайте читаем дальше. Что примечаем о славянах во времена той эпохи, то есть Рождество Христово примерно. Славяне, пробуждены будучи Фратоном, царем датским, пошли под командой Годескалка в помощь Гестилу, царю готскому, против Аларика, царя шведского. Ну, то есть, и они победили Гаутона, его убили и соединились с готами. То же самое, а что там римляне в это время делали? Мы найдем в синопсисе о начале славянского народа, что Август, а это основатель Римской империи, на минуточку, сам не имел смысла атаковать их по причине их храбрости и силы. Когда ему советовали воевать с ними, он говорил, что, ну, если кратко, я не хочу больше изгубить, нежели обрести. И эта Великая Римская империя не хочет связываться со славянами, которые в официальной истории появятся только через 6 веков. И то по разрешению неславянских историков. Тот же автор прибавляет, что одному из своих генералов, Лентулию, писал
заповедует, дабы отнюдь славянов раздражать войну не дерзал. Нестор, отец славянской истории, пишет, что они уже жительствовали в Иллирии, когда святой апостол Павел там Евангелие исповедал. Ну подождите, так это же начало нашего фактически времени, то есть это на 6 веков раньше, чем официальная история позволяет появиться славянам. И это только такие мелочи, как бы. В других книгах там еще-то покруче рассказывается, что славяне давно существовали. И хоть их называли скифами и сарматами, мы здесь все прочтем, это все равно были одни и те же славяне. Ну, здесь как раз какое примечание можно сделать по случаю всей истории о росах и славянах. Можно примечать, что росы, приходящие из старинного города, называемая Старая Русь, и славяне из древнего города Славенска, где теперь стоит Новгород, были уже в ту пору народом военным и весьма знатным у других народов. Я подчеркиваю, это времена Рождества Христова. А города Русь и Славенск возле Новгорода по этой же книге были описаны за 2400 лет до Рождества Христова. Были основаны эти города князьями, соответственно, Рос и Славен. Как росы в то времена назывались? Пишут, что росы в те времена росами назывались. Но другие писатели, некоторые об них несколько упоминают, называют их Роксолане. Всего мнения не отрицает и сам тот же Ломоносов. И первое не опровергает, что это были и росы, и Роксолане, это один и тот же народ. А кто были сарматы? Отрасль славянского народа, который жил в той земле, что когда назывались сарматцы, ныне Польшей. Ну, на самом деле они появились в Крыму, но это не сейчас так важно. Что нам известно о сарматах и аланах во времена Веспасиана, еще одного римского императора? Сарматы и алани, которые, учиняя набеги на Мессию Панонию, убили Фонтея, Агрилу, ну, были прогнаны кем-то там. И алани, которые напали на Мидию, привели в страх одного из царей. Напоминаю, что, например, Гай Юлий Цезарь, основатель Римской империи, жил как раз с 63 года до нашей эры до 14 года нашей эры. Это он не хотел со славянами воевать. Хотя славян еще в исторической хронографии современной еще нет. Они только в 6 веке появятся в каком-то лесу. А их боится уже вновь сформированная империя. Полные противоречия, если не знать, что вся история просто выдумана. Как теория, ничем не доказанная. Ну, продолжим. Также сарматы соединялись во время Домитиана с шведами, ну то есть со шведами. И перешли реку Дунай, вступили в Римскую область и разбили их армию. То есть идут постоянные стычки с Римской империей, и они не просто так идут. Соответственно, римляне нападают где-то на славянские земли, и славяне в итоге их благодарят за такие нападения. Потому что, опять же, здесь описывается, как потом, после этой победы, славяне идут в Грецию, сжигают там большую часть городов, ну, потом все-таки в итоге, либо в результате сражений, либо в результате договоренности, выкупа, скорее всего, они это все покидают. Не упоминает ли римская история о сарматах и роксоланах всей эпохи? Да, пишет в житии Адриана, что сей государь укротил сарматов, что помирился с царем Роксоланским. Ну, как он укротил, это вопрос открытый. Кто такие были алани? Потому что алани это не славяне, нет. Ответ этой книги, они были также отросток славянского народа. Опять, что сделали сарматы во время Проба? Они учинили нападение на Иллирию. Ну, они заключили какой-то договор с императором Пробом. Спокойно ли остались сарматы после сего сражения? Нет. Они опять при владении Кара покушались опустошить Иллирию, Фракию и саму Италию. Ну, вроде бы они их победили. Победили и откупились, это вопрос такой, открытый. Что нам известно о гетах? Сие было другое колено славянного народа, которое надобно различать от готов. Геты вышли из Малой России, как мы в Российской исторической библиотеке находим. Ну, то есть, примерно во времена Августа, то есть, основателя Римской империи. Ну, а те императоры, которые здесь были упомянуты, они правили примерно с 81 года нашей эры до 138. То есть, вот события, какие описываются. Там перечисляется много таких народов, но вот спрашивают, какое же есть общее имя всех этих народов. Имя славянское, по общему мнению, которое утверждается согласием всех сих народов и их соседей. Какая была вера сих народов? Хотя христианство было уже у росов известно, ее проповедовал святой апостол Андрей, идолопоклонничество, однако, тоже оставалось. Главный идол Перун,
Ну и пошло перечисление богов, Купала, Коляда. В чем смысл? Но ведь это речь идет про первый век нашей эры. А скажите, пожалуйста, а куда тогда делась церковь святого апостола Андрея Первозванного, которая на землях Скифии-России современной была образована в первом веке нашей эры? Ну, ответ простой: никуда, потому что славяне всегда уважали другие веры, но почему-то нам об этом не говорят. А куда она делась? Она была и оставалась. Тоже в ваших же книгах, учебниках никто не рассматривает, а какие боги были у славян. Вот если вам запрещена ваша культура, вы точно считаете себя свободным? Кто изучает, кто такой Сварог, Перун, Дачбог? Нигде этого нет. И даже запрещена церковь Андрея Первозванного, и даже запрещено его Евангелие. Потому что оно тоже было, его Папа Римский запретил. И действительно есть информация, что Андрей Первозванный ходил проповедовать по берегам Черного моря. Вот ему по жребию выпало туда пройти. В Греции был распят в 67 году, Патрах, Греция. Что еще здесь примечательного? Здесь вот что можно примечать о Родерике или Рорике, сыне и наследнике Готеропомов. Потому что, опять же, здесь есть, опять же, и упоминание Атилы. Зачем я это вам показываю? Потому что вы знаете, что там Атила, какой-то неизвестный гун, воевал с Римской империей. Скифы куда-то исчезли, появились гунны, у них был царь Атила. Родерик или Рюрик, это тоже времена Рождества Христова, а не вчера он появился. То есть и здесь опять же описывается, как Родерик собрал великую армию в Дании и Швеции для отмщения смерти отца своего и ходил против славян, вендов, россов, филянцев, атлантцев. Он их победил, но опять вернулся. Ну, тоже интересное такое описание. Собрал большую армию, пошел всех победил и тут же вернулся назад к себе домой. А точно победил? Ну, если ты не захватил эти земли, нет никакой добычи и вернулся. Ну, то есть тут тоже вопросов много, но информация, главное, полностью не стыкуется с теми теориями, опять же, ничем не подтвержденными, которые втирают в школах как истину в последней инстанции. Хотя очень, только на моем канале мы больше 10 книг рассмотрели древних, которые это все опровергают, дают совершенно другие версии, ссылаясь на конкретные источники, а не просто выдуманные фантазии. Кто был царем Швеции после всех двух государей? Аларик, которого сын Гаутон царствовал в Вермландии. Оба сделали нападение на Гисленда или Гистила, царя Готского, чтобы лишить его своего владения. Но Фратон, царь датский, отправил к нему на помощь Годескалка со славянами и Эрика с норвежцами. Гаутона был в скорости побежден и убит на месте сражения, а Аларик убит же на поединке с Эриком, который сделался по сей победе великодушно Фратона царем шведским. Ну, то есть, опять же, идут разборки между славянами, и как бы их ни называть, все равно это славянские племена, хотя современная история не хочет это подтверждать. Кто наследовал Эрику? Галдан, сын его, которому при кровопролитной войне с норвежцами россияне посылали вспомогательное войско против посредством Фридленда, царя Фратона, царя датского. Но это как раз идет описание, как россияне, которых нет, за 1000 лет до появления посылают войско в помощь датскому царю. Прошу обратить ваше внимание на так называемую скандинавскую письменность, футарк слева и справа славянские руны. Они полностью идентичны. Вопрос только в трактовке, вопрос в том, что письменность была, хоть современная наука это не хочет замечать, но это ж не значит, что ее все забыли. Ну, например, славянская руна Мир. У скандинавов она названа Эльк. Меняет ли это как-то название? Нет, это просто искажение. Радуга, Р. Здесь Райдо, ну это тоже радуга, только искаженная. Нужда у славян, например, руна, да? Вот она, Нид. Ну это то же самое искажение нужды, только здесь там стрелочка чуть-чуть и слева и справа, здесь она только там справа. То есть это руна Треба, вот руна Тур. Ну, таких рун на самом деле их около 5 миллионов. Есть, правда, основная коруна, это союз рун 144, то есть матрица 12 на 12. И если они преподают это в современной школе, это ж не значит, что это все забыто. Нет. Все это тайные образы, имеющие глубинные смыслы. А на образах работает правая часть головного мозга.
Поэтому всех, кто занимается и получает правильное образование, тут просто может совершать чудеса, то есть дружить со своей головой и решать нерешаемые задачи, в том числе при общении с природой. Почему нужно заниматься самообразованием? Ну, опять же, я просто хотел напомнить вот эту карту ДНК, то есть одна из основных ДНК у славянского народа это R1A. И мы видим, что в Скандинавии она тоже распространена, как распространена и в современной Европе, вплоть до Италии, ну и вплоть тоже до Средиземноморья. И это не просто так. То есть, соответственно, все эти повествования, которые мы видим в книгах, они правдоподобные, взяты из реальности. Просто в современном мире мы от этого обрезаны. И опять же, вот мы там читали про Одина, но если прочитать гаплогруппу R1A на латинице просто на русском языке, то есть R1A, то есть это и есть род Одина, то есть это записано в ДНК людей. Вот и весь ответ. И Один, соответственно, это считается славянский бог, одна из планет Солнечной системы. Множество есть заповедей, кстати, у меня на канале можете с ними ознакомиться. Чтобы вы все-таки решили, так вы все-таки сын бога или родственник обезьяны. Потому что в современном мире, когда информация доступна, если вы не изучаете другую доступную информацию, вы превращаетесь из обычных людей просто в обезьян. То есть сейчас добавилась четвертая обезьяна, которая ничего не видит, ничего не слышит, ничего не говорит. У нее просто за нее все делает гаджет. Она все в нем живет и уже перестала видеть, что-то говорить. Да, есть те обезьяны, которые это делают за деньги, ничего не видят, ничего не говорят, но они находятся на определенных работах. Помните, повторение мать учения, но информация никогда не усваивается. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь видео в социальных сетях. Все ссылки на использованные материалы будут под видео. Плюс на моем канале есть множество источников. Ну помните, в каждом видео есть конечные заставки к видео. Если вы будете переходить по этим конечным заставкам и смотреть другие видео, то вы увидите, что материалов на данную тему огромное множество. Потому что в современном мире с обрезанными знаниями, если вы посмотрели одно видео и думаете, ну это одно видео, другого нет. Нет, их есть множество. Просто нужно переходить хотя бы по конечным заставкам. И так как конечные заставки есть в каждом видео, то эту информацию можно открыть во всей ее многогранности. То есть вопрос только к вам, почему вы не хотите знать больше. Потому что тот, кто не знает прошлого, не имеет будущего. Также напоминаю, что у меня существует мой сайт, где я размещаю не просто информацию, те же мои статьи, в том числе и запрещенные на YouTube, но я открыл там и магазин. Магазин этот открыт для тех, кто хочет и может содействовать мне в моей же деятельности, для того, чтобы я свою деятельность продолжал. Но тех, кто не может мне содействовать и опять же хочет это сделать сам или купить в другом месте, пожалуйста, но только перейдите в магазин и посмотрите, что должно быть у каждого человека. То есть у каждого человека должна быть не просто информация, например, о жизни, тот же славянский гороскоп, потому что там указано ваше предназначение на всю вашу жизнь. Если вы его не знаете, вы живете с широко закрытыми глазами. Но и то же самое, что, опять же, тот же Иван-чай. Это универсальная система снабжения организма витаминов. То есть царь всех растений. Иван-чай. Тот же ОВП-метр, без которого нельзя понимать, какую жидкость ты потребляешь, какую еду ты потребляешь. Опять же, этот магазин открыт и для тех, кому нужна помощь, кому нужна поддержка. То есть в том числе и техническая. Кто хочет получить уже проверенные приборы, получить гарантию от продавца. И все это будет готово просто к использованию. Не общаться с товарищами китайцами, а общаться с живыми людьми, которые вам помогут всегда. Дадут гарантию, если надо, заменят, хотя эти приборы так отработаны, что поломок фактически не бывает. А генератор живой воды, опять же, чтобы вы понимали, там вам нужно следить только за тем, чтобы была обычная работа. То есть была платиновая пластина, которая работает от электричества. И все. Опять же, та же амарантовая мука, это цветок бессмертия. Где вы возьмете, не принципиально, он должен быть у вас. Потому что там все основные аминокислоты. Почему амарант? Это цветок бессмертия. Он называется, он не просто так. То есть вы его можете сами вырастить, найти в своей области, пойти тот же Иван-чай собрать сами себе. Но это должно быть у вас. Потому что без этого нормальная жизнь, функционирование человека невозможно. То есть Иван-чай это витамины, амарант это аминокислоты, тоже активное железо. Это ваши кровяные тельца, ваши, опять же, стволовые клетки, которые помогут восстановить ваш организм.
То есть все, что собрано у меня в магазине, как раз нужно каждому человеку. Где вы это возьмете, не принципиально. Ну, принципиально о том, чтобы вы знали, понимали, как это работает, как это контролировать. Ну и приходите те, кто хотят и могут содействовать мне в моей же деятельности, для того, чтобы я ее продолжал, для того, чтобы сохранялась гармония во Вселенной. То есть вы получаете полезную информацию от меня, ну и я получаю тоже полезное от вас.